Добрый день, уважаемые любители сварки! Мы продолжаем серию видеообзоров цифровых аппаратов инверторного типа производства опытного завода сварочного оборудования имени Патона. Полуавтоматическая сварка в защитных газах становится все популярней не только среди профессионалов, но и среди любителей. Поэтому сегодня мы рассмотрим и продемонстрируем работу однокорпусных полуавтоматов Патона серии стандарт. Данные полуавтоматы предназначены для таких видов сварки, как полуавтоматическая сварка в среде защитных газов или МИК-МАК, ручная дуговая сварка или ММА, аргонодуговая сварка или ТИК. Серия стандарт представлена 4 моделями полуавтоматов с силой тока 160, 200, 250 ампер для сети 220 вольт, 250 ампер для трехфазной сети. Это компактные аппараты большой мощности, при этом их вес не превышает 11,5 кг. Продолжительность нагрузки аппаратов этой серии составляет 45% при максимальном токе, что позволяет решить множество задач в различных сферах применения. Полуавтоматы Патон заслужили хорошую репутацию, поскольку все технические характеристики, заявленные в паспорте аппаратов, соответствуют действительности. Аппараты адаптированы к стандартам бытовой сети и экономичны. Их КПД составляет 90%. В источнике предусмотрена защита от скачков напряжения. Еще одно важное преимущество полуавтоматов – это полностью цифровой способ управления. В отличие от аналоговых систем, цифровая плата управления контролирует абсолютно все сварочные процессы. Отличительной особенностью полуавтоматов Патон серии стандарт является мощный и герметичный металлический механизм подачи проволоки, который обладает высокой надежностью, а также наличие удобного присоединения разъема КЗ-2 типа Евро, старшего стандартом во всем мире. Наличие данного разъема дает полную свободу при выборе сварочной горелки. Аппараты многофункциональны и имеют широкие возможности регулировки параметров при различных видах сварки. Начнем с полуавтоматической сварки МИК-МАК. Она имеет 2 основных регулируемых параметра и 9 дополнительных. Хочу отметить наличие настраиваемого импульсного режима во всех типах сварки. В режиме ручной дуговой сварки ММА, кроме тока, можно регулировать еще 10 дополнительных параметров. В режиме аргонодуговой сварки регулируется сила тока и 4 дополнительных параметра. При своей многофункциональности все аппараты достаточно просты в использовании, и вы сможете убедиться в этом сами во время демонстрации сварочного процесса. Давайте рассмотрим особенности конструкции одного из аппаратов. Для примера возьмем PCI 250S, класс защиты IP21, что предохраняет аппарат от проникновения посторонних предметов диаметром более 5,5 мм. Аппарат имеет надежную каркасную основу и технологически правильную компоновку. Узлы, требующие охлаждения, находятся в нижней части и обдуваются вентилятором, а платы управления расположены в верхней части, тем самым они защищены от загрязнений, что значительно увеличивает срок эксплуатации. Все электронные платы выполнены роботизированным способом с применением IGBT компонентов ведущих мировых производителей, таких как Infineon, Vishay, Toshiba, NXP и другие. Хочу отметить, что вся электроника покрыта защитным высококачественным лаком, который обеспечивает надежность изделия в течение всего срока службы, а трансформатор пропитан эпоксидной смолой. В стандартной комплектации есть все для работы в полуавтоматическом режиме в среде защитных газов, кроме баллона с редуктором. Давайте рассмотрим комплект поставки аппарата. В него входит сам источник сварочного тока, полуавтоматическая горелка, сварочный кабель с клеммой массы, технический паспорт и гофроящик. Не забудьте, пожалуйста, ознакомиться с подробной инструкцией по эксплуатации и соблюдайте правила техники безопасности. Итак, начинаем подготовку к работе аппарата в режиме полуавтомата сплошной проволокой. Для этого нам нужно, во-первых, вставить кабель масса в гнездо источника минуса. И присоединить к изделию. Затем вставить и прикрутить до упора в разъем сварочную горелку. Внимание! Редуктор должен быть установлен на газовый баллон с защитным газом. Также не забываем про подогреватель газа. Далее нужно подключить газовый шланг к редуктору газового баллона и штуцеру на задней панели аппарата. Затем нужно открыть кран газового баллона и проверить герметичность. Подключить сетевой кабель к сети питания. И не забываем о заземлении.
Установить катушку с проволокой необходимого диаметра. Поднять вверх рычаг прижимного ролика. Завести проволоку через входной канал в сварочную горелку. Зафиксировать сварочную проволоку прижимным механизмом. Усилие прижатия роликом на середине положения. Указано на пластиковой ручке. Теперь включаем аппарат. С помощью кнопки устанавливаем режим сварки. Теперь устанавливаем необходимое напряжение сварки. Затем устанавливаем необходимую скорость подачи проволоки. И с помощью этой кнопки протягиваем проволоку через весь канал и регулируем окончательное усилие прижима ролика. Обратите внимание на усилие зажатия держателя катушки. Она должна быть минимально необходимо зажата и легко вращаться, но самопроизвольного раскручивания наблюдаться не должно. Ролик, наконечник и канал должны соответствовать диаметру проволоки. Не забывайте о подаче защитного газа. Для проверки его наличия в горелке предусмотрена кнопка, в момент нажатия которой проволока не поддается. Давление газа можно установить больше оптимального, примерно 2 атмосферы. Это мало повлияет на процесс, лишь увеличится расход защитного газа. Но в будущем для экономии руководствуйтесь общими рекомендациями для проведения сварочных работ полуавтоматами. Также начинайте со среднего значения скорости подачи проволоки, примерно 6-7 метров в минуту среднего напряжения на источнике, примерно 19 вольт. При любом диаметре установленной проволоки аппаратом уже можно варить. Но, чтобы добиться лучшего результата, нужно регулировать напряжение на источнике и скорость подачи проволоки, подающего механизма, согласно общим рекомендациям по проведению сварочного процесса полуавтоматом. Помните, для каждого конкретного случая эти параметры разные. При необходимости можно регулировать дополнительные функции сварочного процесса на источнике. Их 4. Первое – время спада напряжения. Вторая – величина пульсации напряжения. Третье – частота пульсации напряжения. И четвертое – скважность импульса напряжения. На блоке подачи проволоки дополнительных функций 5. Первое – режим кнопки на горелке. Вторая – время предпродувки защитным газом. Третье – время после продувки защитным газом. Четвертое – время нарастания скорости подачи проволоки. И пятое – время спадания скорости подачи проволоки. Следующий востребованный режим сварки аппарата – это ручная дуговая сварка штучным электродом ММА. Для подготовки к работе необходимо вставить кабель электрододержателя в гнездо источника плюс, вставить кабель масса в гнездо источника минус и присоединить к изделию. Далее подключить сетевой кабель к сети питания. И не забываем о заземлении. Затем нужно вставить электрод в электрододержатель. Включаем аппарат. Устанавливаем режим сварки ММА. С помощью кнопок задаем ток сварки. При необходимости можно регулировать дополнительные функции сварочного процесса на источнике. Силу тока горячего старта, время горячего старта, силу тока форсажа дуги, уровень срабатывания форсажа дуги, наклон вольт-амперной характеристики, режим сварки на короткой дуге, блок снижения напряжения, силу пульсации тока, частоту пульсации тока и скважность импульсов тока. Следующий дополнительный режим аппарата – это аргонно-дуговая сварка неплавящимся электродом ТИК на постоянном токе. Для этого режима необходимо приобрести аргоновую горелку вентильного типа с байонетным разъемом диаметром 9 мм. Максимальный ток горелки выбирайте по своим рабочим требованиям. Итак, готовим аппарат к работе. Очень важно, горелку необходимо присоединить в гнездо источника B, минус. Кабель масса в гнездо источника А. И зафиксировать на изделии. Подключаем газовый шланг горелки к редуктору газового баллона. Открываем кран, проверяем герметичность. Подключаем сетевой кабель к сети питания и включаем аппарат. С помощью кнопки устанавливаем режим аргонно-дуговой сварки ТИК и задаем ток сварки. При необходимости можно регулировать дополнительные функции сварочного процесса. Время нарастания тока, сила пульсации тока, частоту пульсации тока и скважинность импульса тока. А теперь давайте посмотрим на работу полуавтомата PSI 250S в разных режимах.
Начинаем работу аппарата в режиме полуавтомата сплошной проволокой. Следующий режим сварки – ручная дуговая сварка ММА. Следующий режим – аргонодуговая сварка ТИК на постоянном токе. Ну что ж, подведем итоги. Можно с уверенностью сказать, что разнообразие настроек и встроенных функций удовлетворяет самые высокие требования сварщика. Более подробно о функциях в разных режимах мы расскажем в другом ролике. На аппараты торговой марки Patton предоставляется гарантия 5 лет. А сервисный центр завода обеспечивает быстрый и качественный ремонт в кратчайшие сроки – от 1 до 3 дней. Более того, в случае необходимости гарантийного ремонта в течение первого года с момента покупки, все расходы по транспортировке вашего аппарата завод берет на себя. Хотите стать владельцем аппарата, получить консультацию специалистов или желаете приобрести дополнительные аксессуары для сварки? Звоните в отдел продаж по многоканальному телефону 259 4200 или заходите на сайт patton.ua. Специалисты завода Patton с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать оптимальную модель из целого ряда сварочных аппаратов, исходя из ваших потребностей. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и получайте пропуск в мир современных сварочных технологий и оборудования вместе с видеообзорами оборудования от торговой марки Patton. До новых встреч на нашем канале. Ни брызг, ни зайцев.